Всем привет, и у часового, как обычно, обзор на необычный фонарик. После обзора фонарика X4 от Wubin было много замечаний, что у фонарика много лишних функций. Что теперь вы скажете по поводу этого фонарика? Это тот же Wubin, но модель X3. И несмотря на то, что фонарик весит всего лишь 70 грамм, коробка, как вы видите, очень объемная. Но, скорее всего, она для защиты. А защищала она вот эту вот коробочку с фонариком X3. И как сам Wubin пишет, это не фонарик, это ECL. По характеристикам ничего выдающегося. Есть 1 люмен, мой любимый, конечно же, есть 50 люмен, 150 люмен, в которых он светит 2 часа. И максималочка 700 люмен, которые падают, естественно, в 200 люмен. Светит он 30 секунд эти 700 люмен. Да, есть у него еще красный светодиод, который умеет светить как 1 люмен, так и 80 люмен, которые опять же упадут в 30 люмен. Скажете, прям вообще ничего интересного, но не спешите делать выводы. А коробочка, как вы видите, наверное, самая интересная из всех Wubin'ов, которые я распаковывал. Тут прям удобно сделали, можно все это дело так раз, два и открыть. Та-дам! Итак, у нас есть инструкция, мы ее пока отложим, и у нас есть вот такой вот фонарик. На мой взгляд, это одна из самых продвинутых моделей небольших фонариков у Wubin. Сделана из приятного прозрачного пластика, который, по идее, должен еще и светиться в темноте. И, как вы видите, здесь есть встроенная беспроводная зарядка. И при этом обычной зарядки, то есть порта USB, вы здесь не видите. Но вы видите, здесь есть экран. И здесь есть вот такая вот голова, которая превращается... Уже интересно, продолжаем. И тут опять не без сюрпризов. Вы скажете, охренеть, здоровый темляк для такого мелкого фонарика. Не совсем так. Это не только темляк, но и шнур Type-C, Type-C. Но это еще не все. Тут еще внутри есть линеечка до 25 сантиметров. Мне уже нравится. Если эта линейка с функцией темляка еще и передает данные, это вообще будет офигенный бонус к этому фонарику. Проверим. Но и это еще не все. Давайте заглянем. Вы скажете, это перебор? Ложить вот такую вот зарядную станцию к фонарику. А я скажу, это реально гаджет. И реально этим, я думаю, будет интересно пользоваться. Для того, чтобы зарядить фонарик, мы открываем, вставляем, закрываем. И заряжается он, нет, не беспроводной зарядкой, а внизу есть 2 контакта. И, как видите, при начале зарядки он начинает светиться. У этой зарядной станции встроенный аккумулятор на 3000 мА. Нет информации, может ли она отдавать эти амперы, к примеру, моему телефону, мы это проверим. Но данный фонарик она зарядит не один раз. И здесь не только функция вот такого громадного фонаря, но и функция рассеивания. Если вы делаете вот так, включаете, вставляете, то у вас получается вот такая вот рассеивательная штука, у которой сверху еще есть и, конечно же, экран. А вот с экранами у меня давно не было фонариков. Под резинкой у нас прячется порт заряда Type-C и, естественно, кнопочка, которая включает и выключает эту зарядную станцию. Наверное, если автоматически не запустится, то вот эта клавиша нам должна помочь. Вообще, это, наверное, самый интересный малыш, который был у меня на обзоре. Во-первых, у него идет прозрачный корпус, во-вторых, зарядка беспроводная, в-третьих, обычной зарядки у него нету. И я надеюсь, здесь еще встроены магниты. Давайте проверим. Это не только контакты, это еще и магниты. Есть вот такая вот, кстати, довольно тугая клипса. Фонарик все-таки не дешевый, и потерять его будет жалко, поэтому она такая тугая. Довольно-таки сильно сопротивляется вот при таком вращении и классно фиксируется. То есть его, в принципе, можно фиксировать в любом положении. То есть если вам нужно куда-то туда посветить, сюда посветить. Да, таких фонариков довольно-таки много, но вот в таком компактном корпусе, да еще и с экраном, честно говоря, вот первый раз. Итак, у нас есть режим 50 люмен, 150 люмен. И 1 люмен. Одно нажатие включаем-выключаем, 2 нажатия. Турборежим 700 люмен, который должен светить около 30 секунд. Голова теплая, но все так же показывает, что 700 люмен, хотя по ощущениям уже, наверное, он перешел в 200 люмен. Мы это еще отдельно замеряем, сколько секунд он светит. А пока давайте выключим и попробуем нажать 3 раза. Раз, два, 3. Попадаем в стробоскоп. Стробоскоп идет на 700 люмен. А давайте попробуем 4 раза нажать. Раз, два, 3, 4. 4 раза мы блокируем данный фонарик. И после этого он вообще никак не светит. Для разблокировки 4 нажатия. Раз, два, 3, 4. Долгое нажатие включает максимальный красный свет. Он также есть и в режиме 1 люмена. А вот такой себе маячок. И, конечно же, мы забыли про инструкцию. Давайте посмотрим, что в ней интересного. Сделана она, как обычно, в виде газеты. Эта сторона для товарищей из Испании и Китая. А справа сверху притаилась версия на английском языке. Оказывается, здесь кроме строба есть еще и режим SOS. И также есть какой-то интересный режим. Нужно нажать аж 5 раз. Этот режим включает дополнительный светодиод, который светится внутри, когда вы включаете фонарик.
Скорее всего, он нужен для того, чтобы подзаряжать флуоресцентный корпус. Давайте еще раз проверим. Раз, два, три, четыре, пять. Горит. Раз, два, три, четыре, пять. Не горит. Уже прошло около 2 недель, как я пользуюсь этим чудо-фонарем. И созрели небольшие выводы. Но для начала, наверное, давайте взвесим. 67 грамм. Толщина 19,5. Ширина 31,9 и максимальная высота ровно 70 мм. И вас, как и меня, наверное, интересует вопрос, как же светит максимальный режим. Итак, давайте посмотрим. Мы включаем его в максимальный режим, и он буквально сразу по чуть-чуть начинает терять свою яркость. И приблизительно за 18 секунд он доходит до 200 люмен, которые нам и обещают. Правда, не обещают через сколько секунд, но ориентировочно, вот видите, 18 секунд, если будет чуть-чуть холоднее, может быть 20. Учитывая, что у фонаря вот такая вот маленькая металлическая голова, наверное, это нормально. Тем не менее, я попробовал его позапускать раза 3-4 в турборежиме. Он все так же начинает светить максимально, потихонечку падает, но при этом разогревается довольно-таки сильно. Вот такие цифры я получил. Около 50 градусов, и пальцами он очень горячий. Я немножечко сомневаюсь в спирометре. Пальцами он был прям вообще градусов на 60-70, поэтому, может, не попал в ту горячую точку. Разогревается сильно, при этом работает, так что теплоотвод хороший, но теплоотводу тут, собственно, деваться некуда. Вот этот маленький треугольничек, и дальше как бы все. С турбо мы разобрались. И второй вопрос, наверное, а работает ли вот эта штука беспроводная? Давайте проверим. Для этого у нас есть в комплекте вот такой вот классный шнур. В коротком видео, которое я выложил на канале, у меня спрашивали, а точно ли он передает данные? Точно передает. Вот таким образом он их передает с обычной нормальной скоростью, то есть обычный хороший шнур. Из бонусов у этого шнура встроен еще один разъем Lightning. Мне бы более актуален был micro-USB, вот, потому что Lightning это для адептов старых айфонов. Так, я немножко отвлекся, давайте проверим, как работает Powerbank. Итак, первую часть шнура вставляем сюда, а вторую вставляем, конечно же, в беспроводную зарядку. Кстати, я на нее оставлю ссылку, я не пользуюсь, взял наобум, стоит меньше $2, но при этом работает, тем более пишет еще быстрая зарядка. Кому надо, берите, ссылку оставлю. Все, заряд пошел, 90%, в общем, тут градация идет по 10%. Если полная батарея, вообще никак не включается зарядка. Если меньше, все нормально работает. Чтобы сразу не было вопросов, а заряжает ли она, к примеру, телефон, давайте проверим. Понеслась обычная зарядка, конечно, тут никакой быстрой зарядки нету, но на крайний случай 3000 мА здесь есть, и зарядить телефон чуть-чуть сможете. Шнур соединяется довольно удобно назад в ремешок, но довольно он громоздкий, можно было чуть поменьше сделать. С другой стороны, вместе с базой вряд ли вы будете его носить в кармане, потому что база довольно тяжелая. Давайте взвесим. 160 грамм. А если еще добавить сам фонарик, то все 227 грамм. На самом деле, я думаю, база нужна, если, к примеру, едете на пикник, либо можно в палатку взять, поставить в виде кемпингового света. То есть, если на машине, конечно, едете. С собой таскать не очень удобно. Использовать удобно. На столе использовать удобно. Как ночник я ее использовал. Это классный ночник, который будет гореть очень долго, потому что 3000 стоит в базе, 1000 стоит в самом фонарике, то есть 4000 садиться будет долго. Итак, вот таким образом у вас будет работать ночник на 50 люмен. Нужен красный ночник, включаем 1 люмен, белый на 50 и на 1 люмен. Ночью этого вполне себе достаточно, освещает хорошо. Внутри у нас 2 контакта подпружиненных, плюс он примагничивается, то есть заряжать удобно. Не помню, говорил я или нет, но вот линейка тоже присутствует, 25 сантиметров, может пригодиться, а может и не пригодиться. Полезно ли вращение головы? Полезно. Очень полезно. Ну, тут спорный вопрос. К примеру, если вы гуляете с собакой или где-то идете по темной местности, то, естественно, удобнее сделать так и переключать режимы, либо там включать, выключать все это дело. А если вы цепляете, к примеру, на сумку, естественно, будет удобно вот так вот зацепить. Также можно зацепить на карман. Не всегда с первого раза одевается на некоторые джинсы и, как видите, не до конца утапливается. Ну, можно положить в маленький кармашек, без проблем влазит. И тут, наверное, возникает вопрос, а как же он светит ночью? А вот давайте посмотрим. У него идет очень широкая засветка, на 1 люмен в принципе что-то видно, если совсем темно видно. Далее идет 50 люмен, с этим режимом уже можно куда-то передвигаться. 150 вполне себе хватает для любых ситуаций. Если что-то нужно недолго подсветить, как мы уже замерили, 18 секунд, включаем турборежим. Далее он перейдет в 200 люмен. А если все это дело включить в подъезде, то выглядит вот таким образом белый свет. А вот таким образом выглядит красный свет. И 80 люмен это реально ярко. Реально ярко, даже если включать его на улице. И вполне себе с ним можно ходить. Если вам нужно ночное зрение, то есть вы его выключаете и также хорошо видите вокруг. Потому что часто задают вопрос, зачем нужен красный свет. Вот для этого он нужен. Ну и просто прикольно иметь красный свет, почему бы и нет.
Отдельно я бы хотел отметить качество сборки и качество пластика. Во-первых, он полупрозрачный, вы видите внутри чуть-чуть микросхем, чуть-чуть аккумулятор, вы видите беспроводную зарядку. Выглядит неплохо, все аккуратно внутри собрано. Сама голова, как вы видите, держится на винтах. Тут 4 винта, здесь 2 винта. И сам фонарик держится на 6 винтах. При желании его можно просто в хлам разобрать. Но учитывая, что он хорошо собран, как-то руки к этому не тянутся. Хотя, если будет хотя бы 1000 лайков, конечно же, я разберу, потому что буду понимать, что кому-то это интересно, кроме меня. Интересно, как организованы контакты. Просто идет перегиб провода, либо какая-то другая конструкция. А можно ли его использовать путем крепления на кепку, как это показано в рекламе? Давайте попробуем. Можно светить вперед и можно светить куда вверх. Можно светить вниз и, получается, можно светить вперед. А возможно, кому-то актуально посмотреть, как он крепится на сумку. Давайте проверим, если у вас на сумке есть, конечно, места для крепления. А ну-ка. Да, отлично. Заходит и никуда он не денется, потому что, как видите, прижимная штучка есть внизу, и как раз вот эти лямки попадают четко внутрь. Закрепили, никуда не денется, там включили, к примеру, красный свет и едете на велосипеде. Насколько ярко он светится в темноте, давайте приложу к лампе и посмотрим. А вот таким образом он светится. Вполне себе достаточно, на улице вы его не потеряете, а потеряете так сможете найти, если, конечно, вы его зарядили. Но Wubin это предусмотрел, потому что, чтобы зарядить один фонарик, нужен второй фонарик. Но здесь вот есть такая фишка, 5 нажатий, раз, два, три, четыре, 5, включаем. И у нас вот такая вот синяя, наверное, чуть-чуть ультрафиолетовая подсветка идет изнутри. Вот таким образом это выглядит в темноте. На мой взгляд, очень привлекательно. Кстати, при зарядке точно так же включается эта подсветка, если активирована эта функция. Его можно куда-то прикрепить на магнит, и он очень приятно ночью светит, особенно в сочетании с красным светом. Ну, давайте покажу еще здесь. И еще, наверное, стоит сказать за ширину боковой засветки. Здесь есть центральное пятно, но оно, скажем так, не особо большое, хорошо размытое, и идет засветка практически на 180 градусов, наверное 170, но когда вы его используете на улице, то практически нет той зоны, которую вы не освещаете. То есть по бокам все освещено, впереди все освещено. Он, конечно, не дальнобойный, но это именно для прогулок, а не выцеливания чего-то там вдали. Еще раз хочу сказать про магниты, и здесь 2, и они отлично держат данный фонарик. То есть в любом положении, как бы вы его ни закрепили, он будет держаться. Кнопка идет вровень с корпусом, нажимается с приятным щелчком, причем щелчок довольно громкий, и вы можете внятно управлять данным фонариком, даже несмотря на экран. А к экрану небольшой вопрос, он немножечко увлекается диммингом, на видео, наверное, это видно. А вот глазами ночью, когда иду, я вижу вот при таких, скажем так, движениях, что частота именно OLED-дисплея, который встроен, она небольшая. То есть частота в фонарике отличная, то есть тут диммингом даже не пахнет, а именно в экране почему-то она стоит маленькая, я не знаю, сколько там герц 50, наверное. Если вот так вот делаете или немножко перемещаете, когда идете, то видно, как он мигает. Шарниром я пользовался раз 50, он как был плотный, так и остался. Не знаю, насколько тут рассчитано на жизнь данного фонаря. Я думаю, должно хватить. Главное, туда не насыпать, естественно, песок, потому что будет хрустеть и, скорее всего, не будет вращаться. Несмотря на то, что он маленький, его очень удобно использовать, например, при работе, не знаю, щиток подсветить. Очень широкая боковая засветка и нет выраженного центрального пятна, то есть он назад отдает не так много бликов. Вывод напрашивается сам собой. Фонарик классный, но, естественно, считать его универсальным на все случаи жизни нельзя. Он нужен для тех, кому, скажем так, нравятся качественные, интересные фонарики. Он реально качественный, довольно-таки интересный, много тут фишек. Конечно, они не все максимально удобны. Например, беспроводная зарядка будет удобна для тех, у кого есть беспроводная зарядка. Если у вас ее нету, то будете заряжать в боксе. Либо же вы можете взять не вот такую вот Pro-версию, а обычную, и будете вот так вот ставить на бокс. Там, кстати, из плюсов он может работать в виде ночника. Почему нет? А если нужен фонарик по максимуму, конечно, желательно брать с боксом. Большой плюс бокса в том, что фонарик всегда заряжен. Вы его туда вкинули, я даже зачастую крышку-то не закрываю, так вот вкинул, он всегда на 100% заряжен, и когда иду, просто достаю оттуда, в общем-то, удобно. Плюс всегда под рукой довольно-таки качественный шнур Type-C. Если вам нравятся технологичные фонари, то, купив Wubin X3, вы не разочаруетесь. Но, конечно, он не самый дешевый. Сейчас, по-моему, идут скидки, я постараюсь их прикрепить внизу. А в остальном фонарик мне понравился, рекомендую, можно брать.